Здравствуйте. Как и обещал при появлении интересных фрагментов на Литрапсе, я буду их публиковать. То есть сегодня два фрагмента, один комбинационный момент очень интересный, и второй позиционный достаточно ценный фрагмент. И у меня еще есть, я хочу сразу сказать, что есть заготовка третьего фрагмента. Единственное, что надо сделать по нему видео. Мартайна Синтор играл со Спайком 94, но вот я не узнал, к сожалению, кто это такой. Комментариев покутывать не было по этому поводу. И второй момент, по моему прошлому видео, там ошибок достаточно много, кстати. Ну вот я в комментариях, кстати, не увидел их. Ну, там есть моменты, есть ошибки. То есть я сейчас вот пересматривал, на тренировках пересматривал эту позиции там. То есть в конце есть ошибки, и они такие, ну, я не хочу сказать, что они существенно, они на что-то там не влияют, но ошибки есть. Поэтому комментарии комментируйте, пожалуйста, то есть указывайте ошибки, я буду только этому рад. Потому что я, вот, как я сказал, случайно обнаружил, что тренировку проводили, и посмотрел, там у меня не сходились пару позиций. Но давайте, в общем, комментируйте. Давайте здесь опять посмотрим. Мартайн Синдор играл с Спайком 94, я уже говорил. Значит, интересная очень комбинация получилась. 21-26 пошел. Но это ошибочный, конечно, был ход. Скорее всего, 3-8, я думаю. Почему, скорее всего, есть и другие ходы. Но я думаю, что 3-8, скорее всего, лучше был бы ход, наверное. И более такая предпочтительная игра по сравнению с тем, что было у черных. Но давайте посмотрим. 29-24, бой. И здесь вот 3-8, ну надо отыгрывать-то надо шашку. И самое интересное вот здесь вот, давайте сделаю паузу. Компьютер, ну поставьте на свои компьютеры, наверное. Я вот тут на 2 программы ставил. Честно говоря, там на лидера все не проверял эту позицию. Но я ставил на 2 программы здесь. Я еще там сейчас вот, позже чуть-чуть на другой программе проверил. Будет видеть комбинацию или нет. Очень такая интересная комбинация, конечно. 15/10. Видите, то есть компьютерному тут не везде или не всякому компьютеру, может будет правильно сказать, видна вот эта комбинация, или компьютерному мозгу не видна комбинация, либо не всякому компьютеру. Но здесь сложный момент. Вот я еще там сейчас проверяю тут на кое-каких программах. Мне очень интересно, видят или нет, потому что действительно комбинация, смотрите, очень нестандартная такая достаточно. Я, честно говоря, вот давно вот не встречал таких комбинаций. И вот я еще отмечу с тем лидравсом, вроде бы простые есть комбинации, но я уже давно просто не встречал. Кому-то может показаться, ну, то есть мое утверждение не совсем правильно, но вот я все-таки тренирую стоклетки в основном народ. То есть русский я там тоже немало тренирую, но в основном я, то есть русские, конечно, то есть маленьких тренирую, там совершенно другая тренировка. Тем более теперь вот такая специфика уже есть, стала на несколько лет назад, там своеобразно, конечно. И школа наклала, конечно, определенный отпечаток. Наверное, все-таки школа, да. То есть на логику, на мышление, то есть надо чуть перестраивать, конечно, мозг, наверное, и мне там под них. Но, в общем, это уже другая тема разговора. Но, в общем, то есть стоклетки я преподаю, и вот я некоторые просто моменты, даже они вроде бы немногоходовая, но я вот не видел. То есть то, что может давно не видел, вот это второй момент, но для меня, допустим, достаточно сложно, даже в комбинации в пару ходов и в блиц, тем более я бы, наверное, не увидел. 90%, что я вот иногда просто встречаю, таких вот именно 90% именно тех комбинаций, я, может, неправильно объяснил, которые вот бывают для меня диковинные такие вот комбинации, которые я показываю здесь, кстати. То есть я бы в блиц точно, наверное, не увидел. Так, ну вот, смотрите, здесь удар, естественно, вот такой вот. Ну, симпатичная, вот это 15-10, в основном 15-10. Конечно, эти уже идеи, понятно, они знакомые все.
Это естественно, но вот 15-10 неожиданная очень идея такая. Видите, получается вот такая вот комбинация получилась. Отдал здесь, и вот дальше удалось ему выиграть здесь эту позицию. Здесь без двух шашек, ну, получился выигрыш. Ну, давайте я дальше не буду показывать. И давайте дальше посмотрим. Так, ну не эту позицию хочу. Вот она. Келлер, любят они Келлер, конечно, играют. Ну, наверное, тематические такие партии разыгрывают. Любят они играть. Вот эти два соперника. Мартайна Синторн и Спайк 94 Келлера. Ну и вот тут вот интересный форсинг. Я, может, что-то не вижу тоже. Показывайте, но идея очень хорошая. И она, кстати, очень полезная получилась в партии. Вот стандартный вариант. Здесь вот, конечно, 35-30 вот почему-то пошли. Но может где-то и описано в литературе. Я, честно говоря, не скажу вам, потому что так Тюры я там не часто смотрел. Больше позиционную все-таки игру. Чуть-чуть Тюры смотрим, ну, то есть я вот не помню здесь, честно говоря, не помню. Кое-что смотрели в дебютах, но я не помню точно что как. Может, у кого-то и есть это. Может, у Александра Гетманского даже есть, надо посмотреть. Вот 19-23, скорее всего, надо было ходить. Ну, похоже, что да, 19-23, по-моему, вот что-то вспоминаю. Но это не суть важно. На 30. И вот здесь вот интересно очень сыграли белые. И вот как ходить, продолжать черным. На 44. Здесь, честно говоря, ну вот, если перестановки делать, то, наверное, все равно в той же позиции сводится 47-42 и вот 2-7. И вот смотрите, 37-32. Давайте сейчас посмотрим идеи. 42-37. И здесь уже, я вот, честно говоря, если покажете ничью, то буду рад. Вот ничьи я не вижу. Может, где-то какая-то диковинная чуть-чуть, и что-то какие-то ходы я не смотрю, но идея такая здесь. 18-2, так, 13, давайте основные ходы нам покажу. 13-19, у меня что-то тут, что же у меня тут заело. Да, вот 13-19, вот этот ход покуда будет, то есть вот это стандартная идея. Дальше. Так, давайте я, наверное, поставлю вопросительный знак, потому что кто-то ПДН будет смотреть все-таки. Естественно, на 16 опять идет вот эта вот идея, то есть большинство. Так, и давайте дальше смотреть. 14-19 было в партии, 40-35, ну, практически форсинг, то есть форсировано. Форсинг это такое уже иностранное слово, но часто мы используем его. Вот интересный момент был, я, честно говоря, вот постоянно думал, почему не 19-23, выяснилось, что просто 37-32 и нету свободного темпа. То есть, если на 16, то удар будет с лишней шашкой. Я тут последствия не смотрел, но с лишняя шашка. То есть, момент такой важный, что лишняя шашка. Так, дальше. Куда-то, естественно, 19-23 напали, куда тут больше ходить. То есть 9-14 просто теряем эту шашку. Но вот ходов нету. То есть 37-32, давайте даже два восклицательных, я извиняюсь, поставлю знака. На 18, естественно, 37 и тоже шашка забирается. То есть 3-4-30 в партии было, 3-9. 19 тоже ведет практически к одним и тем же идеям. Ну, давайте посмотрим. Здесь, конечно, моменты есть. 3-9, 30. И вот, если напасть, то можно, во-первых, проводить 38. Но вот я не склонен, потому что проводить комбинацию. Есть еще и 46-41. Вот этот, я думаю, что наиболее вот этот логичный вариант. То есть тоже комбинация. То есть надо выбирать из двух вот этих вот вариантов. 3-9, 30-25.
Если 46, то здесь вот получается та же позиция, что и в партии. Поэтому давайте партию смотреть. Достаточно четко, конечно, вот отыграл здесь Мартайн. 19, а как по-другому, то есть других ходов, видите, нету. 13 нету, 12 нету, 18 тоже нападут. 14, 19, 18, 23 и вот здесь хотел он комбинацию провести. Если как-то 13, 18, ну здесь надо или 16 выбирать, шашка лишняя, то либо вот на 31, 27. Тут уже выбирать всегда приятно, наверное. Хотя вот есть моменты тут, кстати. Если на 27, на 27. Ну-ка, давайте поставить. Хочу поставить. И здесь есть все-таки вот этот вот удар. Сюда и сюда. Поэтому давайте вот этот ход, он такой нехороший, видно. Я так чувствую, нехороший. Ну вот, может, какие-то нюансы есть на 16. Так, ну давайте посмотрим. Что я здесь что-то упускаю. Ну да, здесь вот лишняя шашка чистая. Да, вот видите, 31-27 я вот и нашел, что он нехороший ход. Ну, надо, понятно, во всех позициях внимательным быть. То есть это не обсуждается просто. 13-19, и вот видите, не хватило ему темпа. Если бы хватил темп, то на 21 или 22 побили бы, и на 16, и получается вот эта идея была бы. Но симпатичная. Вторая вот партия, она очень практичная. Хотя я говорю, что, наверное, где-то она в теории есть. Все-таки в теории есть. И вот она, конечно, для меня очень полезная была. Итак, до новых встреч.